Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались на мой канал, то предлагаю вам это сделать прямо сейчас. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube их просто-напросто заблокирует. Там все о том, кто такой на самом деле Владимир Владимирович Путин. Почему к нам в Российскую Федерацию подселяет неограниченное количество мигрантов, к чему готовят россиян в будущем. Существовал ли Иисус Христос на самом деле? И что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании этого слова? Все эти и другие расклады есть у меня на закрытом канале на Бусти. За подписку всего в 299 рублей в месяц. Также у меня появился телеграм-чат, в котором мы общаемся с моими подписчиками. И именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на YouTube-канале и на закрытом канале на Бусти. А с нами сегодня карты «Триумф Луны» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о Юрии Барабаше или о Петлюре, более знакомым вам как Петлюра, да? Юрий Барабаш был трудным подростком. Свое прозвище Петлюра получил еще в детстве, как за задиристый и склочный характер, в честь украинского политического деятеля времен Гражданской войны Симона Петлюра. Юрий Барабаш обладал уникальным голосом, похожим на голос Юрия Шатунова. В 1992 году Петлюра несколько месяцев был солистом группы «Ласковый май», после чего отказался от работы с Разиным. Уйдя от Разина, он начал сольную карьеру и стал писать хороший дворовый фольклор, а также написал песни для Натали «Ветер с моря дул», ставшие популярным хитом. В ночь с 27 на 28 сентября 1996 года Юрия не стало. В результате ДТП Петлюра погиб на месте. Что на самом деле случилось в ту роковую ночь? Какие тайны хранил сам Петлюра и за рулем чьей машины он находился в момент ДТП? Для начала давайте с вами посмотрим характеристику личности Юрия Барабаша. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Юрия Барабаша. Все-таки мы будем говорить Юрий Барабаш, да, Петлюра — это больше про образ, его прозвище. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Юрия Барабаша. Каким человеком он был? Каким человеком был Юрий Барабаш? Каким человеком был Юрий Барабаш? Паж кубков. Паж кубков — человек, который чего-то недополучил в детстве. Недополучил какой-то любви, какого-то внимания, какой-то поддержки. Все-таки Паш — это у нас карта маленькая, карта детская, да. И здесь в данном случае, как про характеристику личности, мы можем сказать, что недополучив это в детском возрасте, он пытался восполнить это во взрослой жизни. Что такое кубки? Кубки — это чувство, кубки — это любовь, это признание, да, это слава. Кубки — это «я хочу, чтобы меня любили», и я никак не могу насытиться этой любовью. Человек полурыба, да, у нас тут отсылка к рыбке. Рыбка — это отсылка к христианству, что все живое появилось из воды, да, отсылка к Иисусу Христу. Раньше у христиан до нашей эры еще, да, были фрески в виде рыбок, да, и даже рыбку носили за место креста, да, как мы с вами сейчас носим. И здесь человек выпивает полные кубки любви, полные кубки воды, несмотря на то, что его живот полон. Хочу больше, хочу больше, хочу больше признания, хочу больше любви, хочу, чтобы это росло, растущая луна, да, хочу, чтобы это росло и никогда не заканчивалось. Почему? Потому что в детстве Паш, да, опять мы смотрим на главную карту, в детстве что-то недополучил, какой-то любви, какого-то внимания, какой-то поддержки, да, возможно. И здесь он пытается это внимание, эту поддержку, эту любовь дополучить уже во взрослом возрасте. Вот здесь постоянно ему не хватало каких-то чувств, каких-то эмоций, возможно, да. Человек очень ярко эмоционировал, ярко жестикулировал, я вижу, да, жестикуляции какие-то, да, и все время это выражалось в каких-то чувствах, да. Здесь даже может проходить какой-то водный знак зодиака, да, либо наоборот огненный знак зодиака, да, огненный знак зодиака, такой вот яркий темперамент у человека, да. И постоянно, говорю же, вот мне приходит на мысль, да, сейчас то, что он жестикулирует, постоянно как-то вот ярко выражает свои эмоции и сочиняет песни такого же характера, да, все, что у него на душе, все, что у него наболело, он все это выражает, да. Возможно, Паш кубков также говорит о том, что человек за всю свою жизнь, да, за всю свою недолгую жизнь, номер 22 года, не встретил свою любовь и пытался насытиться любым признанием, любой дружбой, да, любым каким-то вниманием от девочек, да, возможно, от близких людей, потому что вот хотел восполнить вот этот недостаток любви какой-то в детстве, да, от кого-то или от чего-то ему не хватило любви или какого-то внимания, да.
Вот здесь вот об этом. Это была его мечта. Мечта, потому что у нас здесь еще звездочки на карте, да, и вот звездочка как раз-таки выражает мечту. Мечта далекая, которая, возможно, и не сбылась в его жизни. Был очень чувственным, очень добросердечным человеком, на самом деле очень мягким глубоко в душе. Возможно, он эту мягкость выражал и показывал, да, однако вот был у него вот такой вот... скажем, не очень хороший опыт в любви, да, либо в любви был не очень хороший опыт, либо в детстве его как-то недолюбили, да, как он считает. Но здесь вот уже история об этом умалчивает, да, недолюбили ли его в действительности, или он просто сам хотел больше чувств, больше эмоций. Здесь не паж Пентаклей у нас вышел, да, не больше денег, а больше чувств и эмоций. Я хочу, чтобы меня любили так, как и я хочу. Но почему-то этого не произошло в моей жизни, да, и я пытаюсь выпить полный кубок этой любви, и все равно не могу насытиться. Стою практически по колено в воде, практически по колено в любви, меня любят, меня ценят, меня уважают, там, обожают поклонники, но я все равно не понимаю, не могу насытиться этой любовью. Такое ощущение, как будто мне ее все время мало. Вот здесь вот об этом речь. Это характеристика его личности. Второй вопрос. Почему Петлюра отказался от сотрудничества с Разиным? Почему Юрий Барабаш, Петлюра, отказался от сотрудничества с Разиным? В 1992 году он пришел в группу «Ласковый май», да, и потом, через несколько месяцев, Юрий Барабаш отказался от сотрудничества с Разиным. Почему Юрий Барабаш, в конце концов, отказался от сотрудничества с Разиным? Почему Юрий Барабаш отказался от сотрудничества с Разиным? Так. Потому что он нечестный человек, да, король кубков – это нечестный человек, который купается в любви и в славе других людей, носит корону, которая ему на самом деле не принадлежит. Рациональной стороны к нам повернут человек, да, человек водного либо огненного знака зодиака, огненный – это темперамент, да, водный, ну, то есть много воды, да, в его темпераменте, много воды может наговорить, на уши присесть, но на самом деле ничего не выполнить, да, и он, посмотрите, отдыхает, да, спокойно сидит и отдыхает, облокотился о колонну и думает, что за него все сделают его, так скажем, подданные, подчиненные, да, люди, которые на него работают, его артисты, его мальчики, которых там Юрий Шатунов был, да, Юрий Барабаш тот же самый, да, но Юрий Барабаш вовремя смекнул, что человек нечестный, человек хочет на чужом горбу в рай заехать. Вот здесь об этом говорится, да, король кубков в колоде «Триумф Луны» человек нечестный, не моральный. Далее, почему Петлюра отказался от сотрудничества с Разиным? Почему Петлюра отказался от сотрудничества с Разиным? Ну, что-то темное было здесь, да, верховная жрица. Угу. Так. Рассказываю, друзья мои, полную картину. Ну, во-первых, как я уже сказала, король кубков – это нечестный человек, да, который играет нечестную игру. А колесо фортуны, 10-й старший аркан, вообще у нас выражает идею судьбы, фатума, предопределения, да, и тут король кубков, который вершит судьбы вот этих вот молодых звезд, да, то есть король кубков – это тот же самый Разин, да, который вершит по колесу судьбы, по колесу фортуны судьбы молодых людей, да, и если... Понял Юрий Барабаш, если он найдет кого-то лучше, то он его уберет, встретит кого-то лучше и его заберет себе. И его судьба будет предопределена, решена, да. И по восьмерочке жезлов он отправится во свояси, да. Но это самое легкое, да, что он сможет с ним сделать. Он отправится во свояси, возможно, он даже его убьет, да. И верховная жрица – это заключение темного договора, да. Он предложил ему заключить с ним темный договор по верховной жрице. И Юрий Барабаш понял, что если я сейчас останусь с этим человеком, то он будет вершить мою судьбу, потому что я буду в его руках. Тут еще какой-то темный договор, да, заключение темного договора верховной жрицы стоит на стопке книг. Верховная жрица молчит, ее горло заковано в сталь. Посмотрите, да, и она подчиняется дьяволу. Она подчиняется дьяволу и должна молчать. Горловая чакра закрыта. Она должна молчать, то, что она заключила некий темный договор. Если она об этом что-то расскажет, то она уйдет. И уйдет, скорее всего, по шестерке мечей. Далеко и надолго, да, то есть совершенно в другой мир. То есть его отправят в освоясь и его убьют. И Юрий Барабаш это понял это вовремя. То, что вершить его судьбу будет некий король кубков. Он сам не будет своей жизнью управлять. Человек
Юрий Барабаш, он был непростой, да, в плане того, что он был такой строптивый. И как это мою судьбу будут вершить. Вот здесь вот об этом речь. Некий король кубков, то есть Андрей Разин, собирался вершить его судьбу, заключив с ним темный договор. Если он найдет кого-то новенького, кого-то молоденького, кого-то более приемлемого для этой группы, скажем так, для группы «Ласковый май», не такого строптивого, как Юрий Барабаш, да, здесь еще про строптивость говорит нам 8 жезлов, то Юрия отправит в освояси, соответственно, да, Петлюра отправит в освояси. Поэтому Юрий Барабаш не захотел работать дальше с Разиным, потому что через несколько месяцев он предложил заключить ему темный договор с ним. Вот об этом речь. Юрий понял, что его все равно бы убрали за его строптивый характер. Разину это не нравилось. И Юрий подумал о том, что его, возможно, даже убьют. Были ли враги у Петлюры? Были ли враги у Петлюры? Были ли враги у Петлюры? У Юрия Барабаша. Были ли враги у Петлюры? Были ли враги у Юрия Барабаша? Были ли враги у Юрия Барабаша? Настоящие враги, которые желали ему смерти. Тот же самый человек, который давал ему денежку, да, как некой золотой рыбке, который стоит на вершине иерархии, про того же самого Разина мы сейчас говорим, да, это как раз его самый главный враг по жизни. Шестерка пентаклей говорит о том, что тот человек, который ему обещал некие блага, и, кстати говоря, это то, что было нужно Юрию, да, Юрию нужны были не деньги, а Юрию нужна была вода, эмоции. Разин его так себе расположил в начале их общения, что Юрий превратился вот в эту золотую рыбку, да, да, я для тебя сделаю все, что ты хочешь, потому что ты ко мне так замечательно относишься. Еще раз повторю, вода – это чувство, да. Он немножечко воды на него пролил, посмотрите, самую капельку, и Юрий, скажем так, грубо говоря, растаял, да, и он понял, что Разин к нему относится как отец, но потом он быстро понял, что Разин просто хитрый жук. Понимаете, о чем речь? Тот человек, который стоит на вершине иерархии, пирамида здесь не зря нарисована, да, который обещал ему какую-то денежку, да, маленькую денежку, причем небольшую ему давать, да, и обещал ему какие-то чувства, эмоции в плане как отец, да, вот как раз вот это был самый главный его враг, да, десятка пентаклей, тот, который обещал перевернуть всю его жизнь, с ног до головы, всю его жизнь в плане обещал ему злато, богато, обещал, что он станет популярным певцом, да, все это рухнуло в миг, когда Юрий понял, кем Разин на самом деле является. Кто самый главный враг был у Юрия Барабаша? Это, конечно же, тот человек, который заставлял его много работать на его же собственное благо, да, на благо Разина. Вот ты поработаешь столько, я получу много, но ты получишь по чуть-чуть пока, да, потому что ты еще не дорос до того состояния, когда ты можешь получить много. А пока копай денежки для меня, да. Разин очень такой человек меркантильный, да. Здесь говорится о том, что он очень любит деньги, да, и заставлял, конечно, тут дьявол, да, заставлял парней молодых работать на себя, да, привязывал их к себе с помощью темного договора, да. Угу. С помощью темного договора, о котором изначально по четверке жезлов люди не знали, да. Мой дом, моя крепость. Люди не знали изначально, когда приходили к Разину, о том, что он будет заключать с ними темный договор. Но впоследствии, после того, как он был заключен уловками, ужимками, Разин такой очень хитрый жук, как я уже сказала, людям ничего не оставалось, как работать и корпеть на Разина, да, и им это давалось очень тяжело. Аж целых две десятки, два перерождения, два перехода в новую жизнь. Сначала Разин обещает много золота, много денег, много славы, да, много какого-то интересного общения, дарит какую-то отцовскую любовь людям, да, и это я не только про Юрия Барабаша говорю, но и, собственно, про Юрия Шатунова, да, который погиб, к сожалению, от его рук. Не побоюсь этого сказать, да. Здесь вот он обещал всем этим молодым ребятам много денег, а потом они переходили в десятку жезлов. А десятка жезлов – это тяжелый гнет. Носить на себе свой крест, да, носить на себе какие-то тяжелые жезлы, какие-то тяжелые дрова. Причем, посмотрите, с жезлов капает кровь, то есть договор, заключенный кровью. Людям этот договор приносит какие-то страдания, какие-то мучения. Они понимают, что они сделали, но уже не могут из этого выбраться. Так вот, Юрий не заключил договор с Разиным. Петлюра не заключал с ним договор, потому что вовремя, слава богу, понял, кто такой Разин. Но, к сожалению, вот вышло как вышло, да, и мы сейчас посмотрим, ДТП это его рук дело или все-таки Юрий сам разбился на машине, да.
Самая сокровенная тайна Юрия Барабаша. Самая сокровенная тайна Юрия Барабаша. Самая сокровенная тайна в жизни Юрия Барабаша. Какой была самая сокровенная тайна в жизни Юрия Барабаша? Какой была самая сокровенная тайна в жизни Юрия Барабаша? Ну вот опять-таки говорю, ему очень хотелось чувств каких-то, да, эмоций, ему все время чего-то не хватало, возможно, даже какого-то отцовского тепла. Почему вот он так расположил его разник к себе, да, изначально? Потому что хотелось какого-то отцовского тепла, его, видимо, не было, да. Хотелось чего-то вот мужского, какого-то мужского плеча сильного рядом с собой, его почему-то не хватало, да, мальчику. Это его самая большая страшная тайна, скажем так, ну не страшная, да, а та тайна, которую он практически никому не раскрывал, и раскрыв ее, возможно, разину, да, он глубоко об этом пожалел. Да, глубоко об этом пожалел и ушел в иной мир, да, десятка мечей, шестерка мечей плюс десятка мечей уйти в иной мир. Ну я же говорю, это постарался тут, да, Разин. Рыцарь жезлов, да. Да, он хотел всю свою жизнь, это даже не тайна какая-то страшная, да, он просто как-то стеснялся, потому что мальчик стеснялся рассказать то, что ему не хватает отцовской любви, да, ему не хватает полноты, да, полноты в доме, да, как-то семейного очага ему не хватает, и он хотел это получить, и он нашел это в Разине, буквально на несколько месяцев, но слава богу, вовремя понял, кто он такой, и не стал заключать с ним темный договор. Но однако с ним все равно случилось то, что случилось. Да? Он глубоко пожалел о том, что он доверился этому человеку. Это его самая большая страшная тайна. Да? И по шестерке, и по десятке мечей он ушел в иной мир. Но пытался отбиваться от этого человека долгое время. Я имею в виду от Разина. Уже после того, как он ушел от Разина, видимо, он предъявлял ему какие-то претензии. Мол, приходи обратно, да? Или я что-то с тобой сделаю. Может быть, он даже ему угрожал. Возможно, вот эти угрозы, возможно, то, что он жил вот в этом каком-то страхе, да, все это время, пока он сам сочинял свои песни, возможно, Разин ему все это время угрожал, вернись обратно, да. То есть Разин увидел, как хорошо получается у молодого человека, и какой он стал популярный, и ему захотелось присвоить его семье. А если ты не мой, то не доставайся ты никому. Вот об этом речь. Так, а теперь давайте посмотрим сигнификатор Петлюры в день его смерти. Давайте теперь посмотрим сигнификатор Петлюры в день его смерти. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Перевернулась карта, да? Еще одну вытяну, когда переворачивается или выпадает карта на сигнификатор, я вытягиваю еще одну. Сигнификатор Юрия Петлюры в день его смерти. Каким было его настроение, о чем он думал, чего он хотел в этот день, да? Что он планировал, может быть, сигнификатор Юрия Барабаша в день его смерти. Тут такое ощущение, как будто Юрий пытался дотянуться до какой-то высоты, да, он поставил себе какую-то задачу, он поставил себе какую-то цель, и он к ней шел, постепенно он к ней шел. Здесь человечек, чертенок, да, пытается дотянуться до цветочка, да, и здесь говорится о том, что я пытаюсь дотянуться до некой высоты, которую хочу сам взять, сам себе поставила цель, сам и буду до нее идти. Но здесь еще у нас королева Пентаклей, которая говорит, я не дам тебе дойти до своей цели. То есть она здесь не дает монетку, она здесь не дает ни курицу, ни монетку тем, кто у нее это просит, да, каким-то чертятам, шакалам, да. И здесь королева Пентаклей является жадной женщиной. Жадная женщина, это может быть как и мужчина, да, не обязательно женщина, говорит о том, что я тебе не дам дойти до поставленной цели. Вот здесь вот об этом речь, здесь такое ощущение, как будто даже, возможно, с кем-то был спор какой-то, да, разговор какой-то не очень приятный, и он кому-то рассказывал, возможно, даже какой-то женщине, Юрий рассказывал о том, что я хочу вот дотянуться, да, до той цели, которую я сам себе поставила. Женщина уже знала, что он до этой цели не дойдет. Что это была за женщина, непонятно. Женщина в возрасте, женщина не молодая, средних лет, может быть, да, 45, может быть, плюс, вот так вот где-то. Здесь вот об этом речь. Здесь женщина заранее знала, что он до своей цели не дойдет, потому как с ним что-то случится. За рулем чьей машины сидел Юрий Барабаш в ночь с 27 сентября на 28 1996 года. За рулем чьей машины сидел Юрий Барабаш
в ночь с 27 по 28 сентября 1996 года. За рулем чьей машины сидел Юрий Барабаш? Давайте так, в ночь своей смерти, да? За рулем чьей машины? За рулем того человека, с кем он что-то обсуждал раньше, что-то обсуждал по темному договору. Вы представляете? Темный договор опять вышел как вот с Разиным, да? За рулем человека, с которым он обсуждал что-то вот не очень хорошее, да, какой-то не очень хороший договор. Ранее с ним обсуждал. Человека этого он знал, за рулем чьей машины он сидел. Десятка, по страшному суду. Это его карма, да? Человек призывал его что-то сделать. По страшному суду человек что-то призывал, трубил в трубу, сделай это, сделай то, он не соглашался, да? 20-й старший аркан, страшный суд, это еще и карма, да? Карма человека, возможно, раньше по колесу фортуны и по 20-му старшему аркану он был знаком с ним в прошлой жизни, с Разиным, да? Разин был другим человеком, Юрий был другим человеком, они были с ним знакомы. И практически то же самое между ними произошло в прошлой жизни. Он свои ошибки в этой жизни Юрий не учел. Ну, дьявол тут опять выходит, да? Это дьявол, 15-й старший аркан, за рулем чьей машины он сидел. Я предполагаю, что за рулем машины Разина он сидел, да? Да, человек, который разрушил его жизнь полностью. Свечение, да, башня. Несколько башен здесь, колоде триумфальной, 2 дьявола аж, да. Женщина и мужчина. Вот мне не зря женщину показали, да, он с какой-то женщиной общался в день своей смерти, говорил, я вот дойду до такой высоты, которую я себе поставила. Женщина про себя подумала, нет, не дойдешь, мы тебе не дадим. И за рулем чьей машины он сидел, да, здесь какая-то женщина, возможно, даже за рулем машины некой женщины, которая знала Разина. Понимаете, вот здесь о чем речь. И он этих обоих людей знал, и женщину, и мужчину. Разин и какая-то девушка, скажем так. И оба они под 15-м старшим арканом дьявола. Здесь одни плохие карты вышли у меня, да, за рулем чьей машины, с тем человеком, с кем он был ранее знаком, с кем он общался по поводу темного договора, с кем этого темного договора не получилось, не был заключен этот темный договор, да, и после чего Разин решил разрушить всю жизнь Юрия Барабаши, да, по страшному суду это его карма, кармическая задача была не общаться с Разиным в этой жизни вообще, то есть не вступать с ним в какие-либо отношения, общение, да, но он вступил, и он снова нарушил какой-то вселенский закон, да, и ему прилетела карма. Он должен был умереть, к сожалению, да, по карме. Если в следующей жизни при перерождении он снова встретит Разина, но только уже в другом обличии, да, он не должен с ним общаться, разговаривать, разводить какой-то конфликт, контакт, вообще неважно, да, то есть это будет ему встречаться в следующей жизни постоянно. За рулем чьей машины он сидел, либо Разина, либо какой-то его знакомый, которые как-то сговорились, да, которые знали о планах друг друга, скажем так, о том, что Юрия нужно уничтожить. Ты не мой, так не доставайся же ты никому, как я уже сказала. Так, следующий вопрос. От чего на самом деле умер Юрий Барабаш? От чего на самом деле умер Юрий Барабаш? Как мы уже поняли, да, Юрий Барабаш после сотрудничества с Разиным все равно с ним встречался, как-то общался, как я понимаю. От чего умер на самом деле Юрий Барабаш? От чего умер? От мага. Маг что-то сделал, да? От чего именно умер? Ну, понятно, что Разин в этом замешан, да? От чего? Ну, если выходит человек, да, если выходит старший аркан, либо карта двора, в любом случае в этом замешан какой-то человек. От чего на самом деле умер Юрий Барабаш? Понятно, что кто-то его убил, да, на самом деле. Дурак. Угу. Поехал туда, куда ему сказали, хотя боялся, но зачем тот поехал на этой машине. Ему сказал вот этот маг, да, который им манипулировал. Что-то ему нашептал на ухо, он поехал куда-то, да, оказался дураком, так скажем. И по дураку, по нулевому аркану, в триумфе Луны, дурак именно тот, кто идет туда, куда не знает, да, куда не понимает, ему шепчет дьявол на ухо. Тут такое ощущение, как будто зашептали его как-то, да, заманипулировали им как-то очень хорошо. Техника НЛП, скажем так, да, была включена сюда. От чего умер Юрий? Того, что он куда-то поехал, да, по указу некого мага, который его просто как загипнотизировал. Угу. Но он был не трезв. Он был не трезвый. Он был не трезвый, и такое ощущение, что в себя поверил, знаете?
много выпил, 8 кубков, много выпил и в себя поверил, поехал, вот, да, думает то, что с ним ничего не станется, думал, что с ним ничего не станется, как в латах, как в доспехах такой. Ну, я выпил, мне и море по колено, да, но я вам рассказывала, да, что такой достаточно склочный характер был, задиристый, такой у себя на уме был, все-таки петлюры, да, и произошло страшное, да, произошла авария, соответственно. Но пил он не один, пил он с вот этим магом. Вот этот маг и кто-то еще там присутствовал, потому что бокалов много, он один столько выпить не смог, бокалов много, тут как несколько людей. И по колесу фортуны, по карме, я же говорю, ему прилетело. По карме он расплатился кровью. Потому что кто-то на верхушке иерархии, вот опять пирамида здесь вышла, да, его заманипулировал, скажем так. Да, здесь он много выпил, был в состоянии алкогольного опьянения, он действительно был за рулем. Он был за рулем, тут нам показывают руль, да. Сам Юрий был за рулем. Поехал, хотя ему вроде как и было страшно, такой, я поеду. Ну что, тебе слабо, что ли? Ну вот доедь вот до сюда, там, я не знаю, тут какое-то вот такое, вот как тебе что, слабо? Вот я тебе даю машину, прокатись, да. Это как его машина, как машина Разина. Посмотри, какая классная машина, да, вот прокатись. Я поеду, мне все равно. Я выпил, я поеду, и случилась авария. Он был за рулем, да. По колесу фортуны это как карма прилетела. Умер от того, что произошло ДТП в состоянии алкогольного опьянения, действительно. Но в состоянии алкогольного опьянения, кто его напоил, там как бы, да. Он не был отравлен, это был просто действительно алкоголь. Но авария была не случайна. Но вот сейчас как раз следующий, да, вопрос, была ли авария случайна или подстроена. Все-таки мы узнаем, да, у карт. Ну, потому как Разин в любом случае понимал, если Юрий сядет за руль пьяный, то что-то случится, да. И он не будет ни в чем виноват. Почему не нашли владельца автомобиля, мы это тоже сейчас посмотрим. Была ли авария Юрия Барабаша случайно или подстроена? 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 Он жертвой оказался, конечно, в состоянии эффективности. Жертва его окутала змея какая-то, да, окутала змея, которой он не подчинился. 6 жезлов, человек, которому должны подчиняться все, да. Это Разин, скорее всего, да, опять-таки он был этой жертвой Разина. Конечно, это было подстроено, да, он захотел, как я захочу, так и будет. Посмотрите, кто здесь главный, посмотрите, кто мне здесь подчиняется. И ты какой-то мелкая какая-то сошка, мне не будешь подчиняться, я тебя накажу, я тебя вот так вот обовью, как змея, да, и не отпущу тебя из своих тисков, и ты будешь слушать меня, мою команду. Здесь вот об этом речь. Да, применил какую-то силу, но силу применил в том плане, что, наверное, вот он с ним выпил, да, или заставил его как-то выпить, или заставил его поехать на этой машине как-то, да, на слабо, на спор, может, какой-то, ну да, конечно, дьявольские козни здесь его, да, я привяжу тебя к себе в любом случае, опять-таки, если ты не достанешься мне, не достанешься никому. Была ли авария случайно? Нет, авария была не случайна, да. Здесь несколько человек еще было в аварии, тут мне 5 показывают, да, 5 человек, но 5 человек, они вот случайные. Тут такое ощущение, что они вообще ни при чем, да, просто были с Юрием, просто как его друзья, я так понимаю, были, да. И тут заодно вот либо 4, либо 5 человек, мне вот так показывают. Это такое ощущение, как будто как один как выжил, что ли. Здесь 5 человек как будто были, и как один выжил, один как остался ни при чем, да, целый невредимый, Будда в цветке. 4 человека как убиты, один как выжил, да. Но это все не случайно, это все по... не то чтобы по сговору, да, а по глупости он сел в эту машину, да. Тут какая-то сила манипуляции, скажем так, да. И он был жертвой, жертва состояния эффективности, жертва всю свою жизнь, да, он жертвил как-то. Я про Юрия говорю, если бы он не был жертвой, он бы не купился на манипуляции Разина. А почему не нашли владельца автомобиля, если это был Разин, да? Почему не нашли владельца автомобиля BMW, если я не ошибаюсь, легковушка? Почему не нашли владельца автомобиля? Почему не нашли владельца автомобиля, в котором сидел Юрий Барабаш в момент ДТП? Почему не нашли владельца автомобиля, в который разбился Юрий Барабаш?
Выпрыгнула карта прямо. Почему мы нашли владельца автомобиля? Который разбился, Юрий Барабаш. Угу. Кого-то запугали, да? Кого-то запугали. Как много дьяволов, как много плохих карт. Кого-то запугали, кому-то дали денежку, да, ну понятно, почему мы нашли, это ясно, да, у нас все покупается, все продается, да. Кому-то дали денежку, и здесь еще какая-то женщина, вот я не знаю, фигурирует, да, вот женщина вместе с этим Разиным. Не Разин один действовал, а какая-то женщина еще была. Женщина, то ли которая была влюблена как-то вот в Разина, то ли она была влюблена в Разина, то ли как-то вот что-то вот здесь с женщиной. Я даже не знаю. Напишите мне в комментариях, если вы знаете, да, о том, какая-то женщина здесь вместе с Разиным фигурирует. Кто-то кого-то запугал, кому-то кто-то дал на лапу, да, чтобы не разглашались имена владельцев автомобиля, да, возможно, это был Разин автомобиль, возможно, вот какой-то женщина, которая была рядом с Разином. Какая-то женщина, влюбленная в него, что ли, до безумия. Об этом речь. Душа Юрия Барабаша где сейчас? Последний вопрос. Душа Юрия Барабаша где сейчас? Последний вопрос. Душа Юрия Барабаша где сейчас? В лучшем мире? Душа Юрия Барабаша. Прошло уже много лет. Душа Юрия Барабаша где сейчас? Душа Юрия Барабаша где сейчас? Угу. Такое ощущение, что он не может попасть домой. Как хочет посмотреть, но не может домой попасть. Хоть одним глазком взглянуть, но не могу. Мне не дают как будто бы, да? Мне не дают приехать, попасть, увидеть. То ли женщину какую-то он не может увидеть, да? Как-то хочет очень увидеть, но не может, да? Ему вот прям все перекрывают. Опять эта башня выходит, уже много раз в раскладе выходила эта башня. Увидеть какую-то женщину, да. Вот как из которой он появился, ну как маму, что ли, увидеть, вот как-то что-то вот об этом речь, которая была очень близка с ним. Ну да, вот тут как-то вот семья. Увидеть семью не дают. Вот об этом речь. Он еще не перевоплотился в другое тело, скажем так, не произошла реинкарнация, да, потому как он все равно является невинным убиенным человеком, да, это гораздо сложно. Гораздо сложнее, простите. Но здесь вот не дают ему увидеть какую-то женщину, какой-то дом, семью, да, тут такое ощущение, как не пускают. Это были карты «Триумф Луны» Патрика Валенса, это была энергия Таро. Задавайте, пожалуйста, вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. А я вас очень люблю и до новых встреч.